Здорово, Федерации. Сейчас я вам немножко расскажу, как мы тут живем. Возникли несколько тем, которые можно обсудить. Ну, во-первых, сегодня у нас 5 февраля 2024 года. Время 14:07. Температура за бортом 12 градусов. То есть, что я хочу сказать, вы понимаете, что замерзнуть просто нереально. Как бы там ваш бункерный дед не говорил и что не говорил, да? Ну, я не могу сказать за всех, мы говорим повара. Вот, конкретно это, как его, конкретную страну. Следующий момент. У нас вот все вот эти вот здания, которые вы видите, все, буквально все, они утеплены. И нормы каждый раз меняются, все. И два варианта: пенопласт или вата. Ну, вата намного круче, но есть и пенопласт. И если мне не изменяет память, то было 8 сантиметров, потом 10, а сейчас стало 12. Не буду врать, но 10 это минимум. Толщина ваты 10 сантиметров, вот, при которой утепляют здание. Ну, дома там можешь изгаляться как хочешь, когда личный дом строишь. А вот эти все здания, ну, там уже нормы минимальные, которые нельзя. И отсюда уже потом у нас энергетическая ценность здания, там А, Б, С, там как они. Старые здания, которые не имеют этого утепления, там у них и Д, по-моему, есть категории, но все стараются это сделать. Так, поэтому вот, это вот два момента. Третий момент. Ребята, что такое Гольфстрим? Вы знаете? Вот Гольфстрим, да? Вот, это вот то, что течет и согревает Европу, да? Вот теплое течение. Поэтому на всяких одинаковых широтах и долготах, или там что у нас там есть общее с вами, да? Температура сильно отличается. Вот так вот. Поэтому замерзнуть нереально. Поэтому и окна открыты, и проветривать. Ну вот я сейчас хотел снять офис, просто забыл. Сегодня хотел снять офис как открытое здание. Вот. Так что вот как-то так. Это то, что касается отопления. Ну, а отопление здесь как? Здесь же не платят за метры квадратные там, или кубические. Здесь так называемые счетчики тепла, да? Ну, вот у нас они называются калориметры. Вот. Энергия там в килоджоулях. И вот сколько воды горячей ушло, сколько вернулось, какая температура, и все. И там можно посмотреть за месяц, за год, за день. Ну, там куча показателей. Вот. Плюс это еще все не на всех, но во многих зданиях, объектах это все на удаленке вам в конце месяца. Ну, как запрограммируете, так вам и приходят эти показания. Ну, а в конце месяца уже делается вот то, что делается, и вот считается там и платится и так далее, да? Следующий этап, который я хотел вам поговорить или рассказать. Вот вы там все там, вот, бензин, а почем у вас бензин, а почем у вас то, или почем у нас то, и почем это. Человек так устроен, чтобы сколько не было, ему всегда зарплата будет всегда маленькая, а цены всегда будут большие. Ну вот сейчас вот я проезжаю, вот одна из таких у нас тут дешевеньких 37,20, вот, да. Самая дешевая вот недавно была 34, там 50 или 30, не помню. Вот, сейчас дальше по трассе будет дороже заправки, потому что тут фреквенция совсем, ну, частота другая, плюс заправки разные под шелка, там, ну, шелка самая дорогая, вот, и куча остальных. Сейчас будем проезжать, будете все смотреть, я буду еще вам говорить на эту тему. Вот, поэтому нужно отходить не только от какая цена, а и какая зарплата. Я вот не буду называть цифры, я уже несколько раз рассказывал о своих заработках, они в этих как его, в роликах у меня есть. Но вот сейчас на Новый год, после Нового года, у меня опять изменилась работа, у меня уже забрали у меня сервис. Все, сервис я не езжу, дали мне еще 2 объекта.
Мне зарплату подняли. Насколько поднять, могу сказать. На 300 баксов. Ну вот. У вас у кого-то в некоторых регионах зарплата 300 баксов в месяц. Мне подняли на 300. Поэтому мне вот этот вот бензин, если он, или солярка, ну я на солярке езжу, если она 38, 42 или 35, мне плевать. Понятно, оно вас как человека, ну, скажем так, жаба давит, зачем лишнее выбрасывать, да? Но оно незначительно. Оно вот, допустим, чтобы легче было считать, 40 литров, 40 крон за литр, да? Я заправляюсь 2 раза в месяц. Заправлялся. Сейчас в связи с работой буду, наверное, меньше заправляться. Ну, изменением графика у меня сейчас. Вот. Бак у меня 63 или 65. Вот сейчас тут другие цены будут. Сколько здесь? Там было 37 с чем-то, да. Тут 38. 38,8. Вот. А там 37, я уже не помню сколько, 6 что ли. 5, неважно. Вот, значит так, я заправлялся 2 раза, вот, считайте по 40, это 120 литров, 126, пусть 130 литров, бог с ним. 130 литров на 40, вот я заправлялся, да? Пусть она будет 45, ну вот 120 литров, это на 600 крон я заправлюсь дороже. Или оно наоборот, понятно, 600 крон, если перевести в хлеб, перевести в пиво там или еще в что-то перевести, понятно, это минус из бюджета. Но вот, у нас самая дорогая, я уже несколько раз говорил, когда началась война, у нас самый пик был 52. Потом спустилась 54, вру, но я просто не успел заправиться, я заправился на 52. А потом я, потом у нас упало до 32 крон, на 32. И это было еще до сентября месяца прошлого года, 23-го. И потом вот я поехал в отпуск, и она вот подорожала на 39. Сейчас опять упала, вот была 34 недавно. Сейчас опять вот 38, ну разные заправки 37. Сейчас будем проезжать Шелку, ну там 40-ник будет 100%. Поэтому вот так вот сказать, почем у вас бензин, да, по сравнению с вами, у нас бензин, если на 4 умножить, 40, ну, чтобы легче было считать, 160 рублей, да, у вас 50. Ага, в 3 раза там, да. Ну, в 3 раза, да? Так и зарплата у нас в 3-4 раза, ну, я не знаю, может и больше. Больше, чем у вас, блин. Так, что вы тогда сравниваете? Но это только мы касаемся зарплаты. Я всегда считал так. Правильно, неправильно, ну, говорят, что это так вроде так надо считать. Вы должны считать, сколько у вас остается после уплаты за месяц всех ваших расходов необходимых. Там, я не знаю, коммуналка, еда, бензин, я не знаю, какие-то походы в кино или что. И вот вы месяц прожили, и вот у вас осталось. Я же вам показывал, сколько у меня остается в среднем. Вот это показатель вашего дохода, уровня жизни и так далее. А сколько вы там получаете или какие цены, да плевать, по сути. Вот какие есть, такие есть, других цен нету. Но это допустим, работа. А когда халтуры там начинаются, ну там вообще, блин. Ну, естественно, я также плачу, если я что-то не умею. Это, ну, умею я много. Я не умею только строительное. И мне все равно, если чистить унитаз, или канализацию, или делать электрику, мне абсолютно. Или делать воду, или котел. Ну, вот сегодня котлы мы делали. Мне все равно. Там, где меня интересует только мое проданное время. Поэтому у меня куча инструментов и так далее и тому подобное. Следующий момент. Вот мы сейчас были... Вчера я снял, но мой косяк. Немножко камера задралась. Я вот в следующий раз я хотел снять 8К. 8К снял разрешение. И снял еще широкий угол. А вот, а нет, щелка 38-80. Я удивился. Тут обычно 40-ник. Вот. И мы вчера были на затарке, на закупке месячной. Последний раз или крайний раз мы скуплялись где-то ближе к праздникам в декабре, к Рождеству. Мы тогда скупились на 12 тысяч. В этот раз мы скупились меньше. Там получилось 11 с копейками, 11,070 или 11,096, что-то такое. Но там еще 1500 мы купили кастрюлю.
И этот миксер от этой, как его, блин, выскочила от Теска. Нет, Теска, Тефаль. Блин, не помню я. Ну, что-то там такое, короче, эти кастрюли дела меня интересуют. А у нас, так как карта магазина, так нам там, ну, может, замануха, может, маркетинг, 50% скидка. Там бонусы вам скачут, если вы там покупки делаете, и вам там за каждую 1000 какой-то бонус делается. Ну, вот. Ну, и вот у нас там общая скидка была 1772 кроны, по-моему. Там 2 раза 800 и 500 была, 800, по-моему, 500 или 700. Что-то 1500 это была скидка с этой посуды, и остальное было с этого. Так вот, что я хочу сказать. Вот, мы скупились на 11 тысяч. Ладно, пусть будет все вместе, да? Это вашими деньгами на 44 тысячи. Ну, грубо на 4 умножаем, да? Теперь, вот еще 5000 солярка в месяц. А, ну это, подожди, это нашими 5, это на ваши переводим. Это еще 20-ка. Это 44,20, это 64. Теперь квартиру я тоже тогда показывал, там еще 20-ка, да? Вот. 64,20, 84. То есть у меня 84 тысячи минимальных расходов каждый месяц. Это минимальный. Так прикиньте, какая у меня должна быть зарплата, чтобы я это все заплатил. Сейчас ехал вот на автомобиле, вам это все рассказывал. Понимаете, я о чем? Нельзя просто сравнивать цену на какой-то продукт, товар или службу. Нужно еще... А, я хотел через город поехать. Я забыл, блин, мой косяк. Едь! Стрелка горит, балбес. Прямо заказ. Идиот, блин. Ну, это его проблемы. Вот. Поэтому нельзя смотреть только на цены на продукт, товар или службу. Нужно смотреть еще на зарплату. То есть мы вот сейчас с вами быстренько так посчитали, сколько у меня в месяц, вот в этот вот, там, ну, это мы в феврале скупились, понятно, еще будет квартира, машина и так далее. То есть зайду, мы вот скупились 3 числа, вот. Сколько у меня будет расходов, это по минимуму. 84 тысячи вашими фантиками. Я сейчас еду через город, мне нужно заплатить парковку на этот, назовем ее так, исполком нашей части, ну, нашего района. То есть, прикиньте, вот я все заплатил, 84, да? Значит, у меня должны что-то как-то еще что-то остаться, купить какое-то, я не знаю, хобби, что-нибудь такое, что хочется. А, еще, вот эти вот 11, что мы заплатили, это мы сделали такой большой накуп, чтобы забить, или затарку, как правильно назвать, забить холодильник всем, чем там большим таким, потому что машина, и там 8 сумок, или... Сейчас я скажу, сколько было сумок. Раз, два, ага, скорая. Раз, два, 3, 4. 4. Потом мы еще отнесли 4, 8. 8 или 7. Или 3 мы отнесли, 7. И потом я еще 2. В общем, 8 или 9 сумок у нас было. Блин, наверное, меньше. 7. Мы первый раз отнесли 4. Но там была одна с сумками. Это значит 3. И второй раз мы взяли 3. 6. И потом еще одну 7. 7. Вот. Ну, 7 таких. Вот. Там 3 сумки, потом молоко, 12 коробок. Вот. Ага. Это значит, это вот это. И плюс теперь в процессе месяца, ну, хлеб закончится, я не знаю, сыр закончится, колбаса может какая-то. То, что там в морозилку мы забили, все, морозилку полностью забили, холодильник. Вот, а теперь будет что-то заканчиваться, но будем докупать. Все, то есть еще каких-то там, я не знаю, ну пусть 5000 еще уйдет нашими, 20. Это уже будет 104. Вот. То есть сотка, ну так, давайте плюс-минус там, да, вот сотка у нас улетает только вот заплатить все. А, я забыл еще налог у меня. Социалка, здоровотка и налог. Вот, это еще на 4 умножить, еще 30-ка вашими. Вот. Я налогом только плачу 30-ку за месяц. То есть уже мы на 130.
то прикиньте, как мы считаем, блин. У меня за месяц нужно выложить 130 тысяч, блин. А у вас, у некоторых людей, блин, я знаю там вот некоторых, мастер ЧПУ, 60 тысяч рублей зарплата, прикиньте. Красавец, блин. Я прям рад за него. Это человек-специалист. Ну, вот так вот. А тут пойдешь почистишь унитаз, и штуку евро тебе отвалят, блин. Вот так вот, ребята. Нахера учиться 5 лет, чтобы быть специалистом, да, и получать меньше, чем сантехник, блин. Ну, вам же это не объясните. Вы считаете, что тут, когда кто-то приехал и чистит унитаз, канализацию, это позорно, блин. А срать вы в этот унитаз ходите, это не позорно, нет, да? Задницу вытираете, если есть чем, блин. Это не позорно. А когда забьется ваш этот унитаз, чем вы чистите, блин? Кто вам его чистит, блин? Сами, что ли? Поэтому, федерасты, нет позорных работ. Есть позорное отношение к этому. Так что вот так. Поэтому я вам еще раз повторюсь. Мне плевать, что делать. Хоть электрощиток, хоть канализацию чистить. У меня инструменты есть. Хоть там что-то с деревом делать, или с котлом, или с мебелью, блин. Мне все равно. У меня инструменты все есть, как все, ну, которые мне нужны, я покупаю без проблем, надо было. Вот сейчас купил недавно трубы замораживать, тоже есть. Чтобы кран поменять, нужно трубу заморозить, чтобы полностью стояк не выпускать. Все делается. Так что позовут меня чистить дерьмо, я иду без проблем. Позовут делать электрощиток, иду без проблем. Сделать там электрику в доме, иду без проблем. Мне все равно, я не выбираю работу. Вот мне сейчас, вот получается, что я как хвастаюсь, да? Мне сейчас позвонили взять дом на обслуживание. Офис, где сидит, самый главный офис у нас, где у нас сидит руководство Шкодой, автомобилки. Ну вот, будут звонить, будем договариваться. Возьму или не возьму, смогу, не смогу. Ну вот как-то так. Как-то так у нас это все происходит. А следующий вот еще момент. Вот смотрите, автомобили, они же на чем-то ездят, да? Ну кто-то же их заправляет. Где даже нету, берут. А если вы прощелкали этот рынок, ну это же... Ну экономист у вас такой, блин, ну что я могу еще сказать? Вот трамваи ездят разные, старые вот еще типы ездят, и новые, там он сейчас поедет чуть новейший. Люди ходят, вот, они что-то едят, что-то платят, никто не умер. Меня ваша Скобеева убила вот этим, корм едят кошачий, блин. Но я вот там снял, вот эти ж вот, сейчас магазин показывается, ну, говорю, косяк я там уже рассказал. Посмотрите, какие продукты, какие магазины, какие. У меня их там в плейлисте магазины Европы, у меня там есть... И часовые ролики по 1,5 часа есть, и шортики есть, разные ролики есть. Все есть. Так что там все есть. Вот. Ну, это я к тому, что, ну, как вот Запад может загнуться? Вот на основании чего или почему? Ну, вот что? Сейчас дядьку пусть едет. Сейчас вооружение Украине... Чехия производит, значит, по-другому. Все вооружение, которое поставляется в Чехию с Украины, Украина оплачивает. Но это не значит, что оплачивает только Украина, а за нее платит там Германия, там, я не знаю, Франция, там, или еще кто-то оплачивает Украине. И наша страна в прошлом году, за прошлый год, 2 миллиарда только заплатила налогов вот эти вот частные компании воинские, которые все это производят. 2 миллиарда. Благодаря вам заплатила в
казну налогов. Растет экономика, да? Благодаря вам. Ну вот. А дальше будет это только продолжаться, потому что теперь из-за вас и благодаря вам все будут вооружаться. Вместо того, чтобы искать лекарства от рака, все будут вооружаться. Все. Из-за вас. Не, ну вам-то похрен. Зачем? Я не помню, сколько, 11 триллионов выделили в ЖКХ. Ну, а трубы как лопались, такие лопают. И такого количества не было, чтобы они так лопались. Это ж в этом году вообще что-то страшное. Ну, это вы, да, вот выбор вы-то сделали свой. И для всех вы его сделали. Пробочка у нас, видите, вот тоже пробки. Вот что? Потому что, наверное, нечем ездить. Топливо у них закончилось, что ли? Чего они все остановились? Я не знаю, как вам вот это вот рассказать, показать, доказать. Вот эти вот, особенно вот эти вот идиоты из зоопарка под названием Одноклассники. Ну там вообще, там это что-то непробиваемое. Там такая тупость. И главное, показываешь фото. Ну ладно, допустим, фотошоп, ОК. Показываешь видео, вот видео. Чё, где тут вранье? В чем вранье? Что, машины ездят в вранье или никак? Или машины нарисованные, блин? Ну вот путя тут ремонтируют. Ну тут, наверное, похоже, не путя, тут что-то. Ага, канал какой-то ремонтирует. Что-то случилось, наверное, вот. Там тоже что-то он ремонтирует. Ну как-то живут, шевелятся, ходят. Ну а раз они ходят, значит они что-то едят. А раз они едят, значит они где-то работают. А если работают, значит получают деньги, блин. Что-то видите мертвых валяющихся, блин, или как? Я вас не понимаю, блин. Запад загнивает, блин. Охренеть. Как он может загнивать? В чем он может загнивать? Вот даже железнодорожный вокзал, вон там какой-то локомотивчик стоит, вон еще один стоит. Ну, ездят, наверное. И вот этот весь поток, вот это вот в пробке стоят. Они почему стоят-то, блин? Заправиться нечем, что ли? Или может наоборот, что их столько много, они там в пробке стали? Я просто с вас фигею. Фигею, блин. Какие-то вы, блин... Может просто от того, что, блин, у вас 90% нигде не было, ничего не видела, блин. Не знаю, я не знаю, что сказать. Вот, не знаю, что думать, как объяснить вам вот это. Ну, вы непробиваемые. И главное, вы не верите тем фактам. Вот это самое печальное, когда вам показываешь. Ну вот целый город, вот видите, панорама города. Вот, ну, он что, умер? Или загнулся, блин? Офигеть, блин, просто офигеть. Тут вот наоборот стройка вот начинается. Вот с левой стороны, вот, ну, уже не видно, недавно его построили. И вон там дальше тоже недавно построили. Вот тут справа стройка бешеная идет, блин. Не знаю, как вам рассказывать, объяснять, показывать, непробиваемые. Но это уже, как говорят, не наша головная боль. Вы выбрали своего президента, вы выбрали свой путь. Ну это такая философия уже. Так что вот такие дела у нас, федерасты. Кстати, видео записываю в разрешении 8К. Вот. В формате кинотеатра 2:35:1. И опять же, вот если к этому вернуться, да, вот так как это мое хобби, там фото, видео, туда-сюда, сколько компаний за вот эти 2 года показали новые камеры, новые обновления софтвера и так далее. Вон Яблоко только позавчера очки представила, да? А вы делаете ракеты, блин. Вот опять это мы возвращаемся к тому, что из-за вас теперь весь мир вооружается, блин, вместо того, чтобы искать лекарства от рака, блин. Ну вот.
Вот как-то так. Вот как-то так. Вот это тоже я когда приехал, вот с левой стороны ничего не было. Вот это уже потом построилось после меня. Все, в кое-чем я принимал участие. Вот. И там сейчас дальше будет стройка. С левой стороны за этими домами там река, набережная. И вот это вот все по левой стороне строилось. А сейчас там дальше мы перекресток переедем. И вот оно там все строится. Ну, правую сторону уже там, ну, еще не застроили. Но будут застраивать левую. Ну вот мы сейчас и посмотрим, как тут все загнивает. Сильно уже трындеть не буду, потому что мы уже почти приехали. Я, в принципе, все сказал, что хотел. Тут ехать буквально 5 минут. Вот, может, что-то еще скажу. Ну, смотрите. Кстати, вот гибрид едет. Ну, электрических куча, но я как-то им сильно не верю. Ну, это ж такое дело. То, что верю я, он Шкода электрическая. L спереди это электрика. 2 буквы вот на номере это электрика. Мы его пустим. Но если дядька его раньше не пустит, пусть едет. Опустят. Тут с этим проблем нету. Чтобы кого-то куда-то пустить, это тут вообще. Тут просто культура, для моего понимания, культура поведения на дороге на высшем уровне. На высшем. Я просто не знаю, что лучше добавить. Уступают дорогу все, пропускают все. У тебя помеха справа, он тебя пропускает. Автобусы вообще не обсуждаются. Автобусы, трамваи, троллейбусы, все. Естественно, есть аварии, все. И без этого. Так, ну вот это вот все построилось. Вот все сейчас мы видим слева и справа. Это вот все построилось в последних года 1,5. Вот. И будет строиться туда дальше, и туда дальше. И за нами, и перед нами. Все это будет строиться. Тут уже это, ага, тут уже перекресток сделали другой, блин, обалдеть. Поворот уже налево пошел к домам, блин. Угу. Ага. Расширили, это я не видел. А вот так вот. Да, перекресточек сделали, ага. Все, да. Ну и вот это все будет застроено. Не знаю, может парк сделают, может застроят. Ну все, любуйтесь. Это вот тут тоже, тут депо было трамвайное. Депо, помню, были это, как его. Ну пустишь, не пустишь. Ну, дела. Я тебя так хвалил, блин. Вот. Потом оставили этот. Тут тоже пустырь был. Потом оставили были не Янум, только этот трубу с котельной. Ну как памятник какой-то, потом тоже ее снесли. Может, это. И вот это вот тоже вот это вот эти вот дома, вот эти офисные, они построены так, что там, ну а тут офис, а там дальше есть еще дома. И у этих домов есть пристани. Прям там затока такая, лагуна, и вот там можно это. Кауфланд туда тоже построили, тут его не было. Вот. Ну, вот это вот все слева, ну, вот куча насыпана, это все слева будет застраиваться. К бабке не ходи. Так что вот так вот, федерасты.
Европа все никак не загнется, или ЕС, назовем так, да? Все загибается, загибается, и все никак не загнется. Вот мы уже почти приехали. Вот. Слева такой скромный, ну вот прямо это замок. Называется Либенский замок. Здесь много интересных вещей происходит. Здесь вручают свидетельства о рождении, торжественно этим, как его, ну вот кто относится к этой части города. Свадьбы проводят здесь тоже. Вот, торжественно так. Ну, не обязательно здесь, можете где угодно, но если хотите, можете здесь. Вот, а если тут прописан, то, по-моему, бесплатно. Не буду врать. А для иностранцев оплачивается. Да. Так, ну все, мы приехали. В общем, на этой веселой, положительной ноте я, Федерация, с вами попрощаюсь. Как говорят, одна интересная нация, не дождетесь. Поэтому поехал, я заплачу за парковку. По-другому. Тут можно было бы и через интернет, но у нас не получается, потому что есть нюансы.